Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу, почему я больше никогда в жизни не куплю себе ничего марки Sony. Я раньше очень любил этого производителя. Для меня это был один из любимейших брендов. Но я думал, что мне постоянно с ним не везло. Именно мне так вот попадало. Сначала мне не повезло с первым телефоном Sony Ericsson тогда был. У него у джойстика отвалилась кнопка. Потом я выяснил, что у всех телефонов Sony, такой оранжевый был W800, у всех таких Соньки отлетал джойстик, именно кнопка наклеенная. Так вот качественно был сделан. Дальше я приобрел себе телевизор, еще такой старый Sony, который квадратный, с кинескопом. У этого телевизора где-то через 4 месяца что-то случилось, он просто перестал показывать. По гарантии пришел телевизионный мастер, слава богу, увезти никуда не пришлось, его починили. Он был испанской сборки. Тем не менее, тоже какой-то осадочек такой остался. Потом я купил себе DVD-проигрыватель Sony. Этот DVD-проигрыватель тоже через 4 месяца был снесен в гарантийную мастерскую. При том, что я к технике очень аккуратно всегда отношусь. У меня вся техника до сих пор работает. Samsung работают. Грюндик, старый телевизор на даче, работает. Sony нет. Sony умудрился сломаться. Опять же, по гарантийке там что-то заменили. Он заработал. Но при этом этот DVD-проигрыватель не мог поддерживать часть видеоформатов, которые легко поддерживали другие видеопроигрыватели. DVD-проигрыватели, вернее. Например, такие как LG, как Samsung. Что очень странно, да, вроде Sony солидная фирма, но нет. Но этого мне было мало. Я все-таки решил приобрести себе телефон Sony. Первый телефон был Sony Xperia Z, просто он так назывался. Меня подкупило то, что не боялся воды. Я живу в Питере, поэтому мне нужна была влагозащита, потому что дожди постоянные, не всегда зонтик с собой есть. Но тот телефон сильно грелся. Особенно, когда я пользовался, например, на машине навигатором, он просто выключался от перегрева. Камера, на удивление, снимала все очень замыленно, в замыленном формате. Все говорили, почему такие плохие? Фотки, друзья, вроде же у тебя же Sony. Хотя камеры Sony ставили на другие телефоны. Но фотографировал он припогайнейше. Следующий телефон Sony, когда я поменял, это был Sony Xperia Z2. Я думал, там, наверное, исправили недостатки, более новая модель. Ни черта подобного. Камера у него была чуть получше, но он точно так же перегревался, как черт какой-то. Он также был влагозащищен, но от перегрева не спасало ничего. Он мог выключиться в любой момент, когда какие-то там процессы в нем велись непонятные. Но особенно, опять же, во время навигации, если горел дисплей, это все трындец ему. И вот самый последний мой Sony, это Sony Xperia Z5. Уж все его нахваливали, все обзоры я смотрел. Все говорили, какой классный телефон. В воду его погружали, снимали там под водой им. Что только с ним не делали. Вон чехольчик сразу такой классный. Всегда у меня телефоны в чехле. Вот видите, бампер такой специальный, даже незаметный. Стекло наклеено защитное. И что вы думаете? Этот телефон точно так же, как и предыдущий, начал греться, причем не сразу, где-то через месяца полтора-два, когда там какое-то программное обеспечение обновилось, опять стал жутко нагреваться, опять выключаться. Камера у него снимала очень хорошо, очень качественно, но очень недолго. То есть секунд 15 видео на него можно было снимать, дальше картинка застывала, прекращала все сниматься, потому что он перегревался. Писал камера, перегрев камеры. Запись невозможна, либо во время записи пропадала часть видео, а из-за перегрева опять же она останавливалась, потом включалась, это было мучение. То есть для фотографий, да, его уже можно было использовать, для видео нет, для видеосъемки, но опять же он был влагозащищен. Опять же Sony, солидная компания, батареи в них всегда ставили почему-то слабые. И самое главное, все гаджеты от Sony обновляются один раз, как один раз? Допустим, если на этом вот телефоне Sony Z5 стоял Android 6, он обновился до 7-го Android, и на этом его поддержка прекращена. То есть Sony свои продукты поддерживает где-то 1 год. Другие же телефоны
те же Xiaomi вот жене покупал. Сейчас я вот себе телефон Oppo купил, достаточно хороший. Они обновляются 2-3 года. Андроиды обновляются, на них система обновляется. Они хуже от этого, главное, не становятся. Это же дерьмо, уж извините. Обновляется вот реально один раз, все. Потом он устаревает, он начинает жутко греться. Хотя, конечно, когда покупаешь, подкупают многие возможности, что у них у всех отдельно можно было вставить карту памяти, отдельно две симки, вот это вот последний Sony Z5 Duo. Но все равно своих функций он не выполняет. Опять же, как навигатором пользоваться. Лично, вот мне так не везло, может быть. Может, у кого-то по-другому все. Но мои телефоны вырубались. То есть едешь где-нибудь в самый такой ответственный момент, где дороги не знаешь, что он выключится, напишет телефон перегрет. Всего доброго. Он даже вот сейчас вот включался, вы видели, сколько он включался времени? Ну, это же жесть. При этом у него стоит до сих пор на данный момент очень топовый процессор. Из-за него он, кстати, и греется. Вот он сейчас уже, ребят, вот сейчас вот просто включил, без симок, безо всего. Он уже теплый, он, наверное, градусов 30 температура. А будет к уху не прижать, он как грелка работает. Это не из-за того, что у него батарейка плохая, нет, это у него именно так процессор греется. Конечно же, ребят, у Sony всегда была вроде бы аппаратная часть хорошая. То есть у телевизоров у их была самая хорошая картинка при этом, при всем. Даже если сейчас вот сравнивать вот этот вот телевизор Sony с другими, у меня Panasonic есть, Philips есть, Samsung есть, у меня много телевизоров, ну потому что и у родителей есть квартира, и дом в деревне, и там везде телевизоры. Сама картинка, вот как телевизор его использовать, вот именно вот этот уже современный, который на жидких кристаллах, Сонька лучше, действительно, это видно глазом. Ну, блин, какое у нее поганое программное обеспечение. Он также не обновляется. Ребят, вот это вот Smart TV, это все, что в нем есть. Когда он покупался, в нем был свой маркет, можно было скачивать программы какие-то Smart TV. Сейчас ничего не осталось. Спасибо, что только YouTube остался, вот смотреть через интернет. Он очень выручает, конечно. Но, в принципе, кроме YouTube и нескольких кинотеатров, ни черта больше нет. Более того, если включить браузер, он весь зависнет. В нем не хватает оперативной памяти. Очень не хватает. Любая страница в нем открывается, ну просто жуть как долго и начинает зависать. Это было изначально, как он куплен. И также и в телефонах, насколько я понимаю, очень плохое программное обеспечение у Sony. Также вот этот старый DVD, опять же, он, во-первых, ломался, то есть он после гарантийки. Ну как бы, ладно, его отремонтировали. Но тем не менее, в программном обеспечении он тоже, кроме DVD-дисков, ни черта не производит. То есть были раньше же другие форматы писались, там видео CD, MPEG-4 диски продавались. Он ни хрена этого показать не может. Вот он чисто DVD-проигрыватель и все. Другие это фирмы все предоставляли. Опять же, плохое программное обеспечение, очень слабое. Касаемо данного телевизора, у него также прекратилось обновляться программное обеспечение после покупки где-то через год, и более того, постепенно стали исчезать еще и вот предустановленное так называемое интернет-содержимое Smart TV. То есть вот, ребят, вот все иконки, что у него остались, при этом куча ненужных. То есть фоторамка какая-то, радио какое-то, нахрен не нужно, и все, да, первый канал остался. Но больше всего меня, конечно, разочаровали телефоны. Долго думал, снимать это видео или нет, но вдруг кто-то решил себе купить технику Sony. И во всех обзорах ее реально всегда нахваливают. Я очень хочу, чтобы вы задумались и посмотрели вот это вот мое видео о данной фирме, о данном бренде. Я действительно был их фанатом, но больше все. Китайские телефоны, корейские телевизоры намного лучше. Да даже тот же Panasonic лучше взять. Вот такой вот выпуск небольшой. Спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, свои мнения. Может быть, мне действительно так просто не везло с техникой. Все, всем пока.